Принцип таков. Это бревно неподвижно лежит у нас долгими часами. Оно может быть сырым. А маленькое бревнышко отсюда уже скатывается, и постоянно оно горит у нас, получается, от этого бревна. Всем привет, друзья! Вы снова на канале Лесная жизнь Рустамыча и Белалыча. И сегодня я снова в лесу. Но сегодня я один. Рустамыч остался дома, потому что он школьник. И завтра ему надо идти в школу. Сегодня, к сожалению, как обычно, получилось приехать слишком поздно. Пока дела, пока туда-сюда. В общем, приехал, уже начало темнеть. И я расставил палатку уже, поставил печь. Сейчас пойду заготавливать дрова. Вот, и после заготовки дров у меня сегодня по плану попробовать новый костер. Называется этот костер ленивая надья, или лентяй, или по-другому ленивец. Вот я хочу попробовать его. Говорят, он очень эффективный, очень долгий, очень долго работает, хорошо обогревает. Вот, не хуже настоящей надьи. То есть этот костер профессиональный, им пользуются охотники, промысловики в тайге, на севере. То есть этим костром можно обогреться и спастись в лютый холод зимой при минусах больших. Вот сегодня я смотрю, что за костер, как он работает, насколько долго греет действительно, насколько сильно греет. Вот, а теперь я пошел заготавливать дрова. Береста прям лежит, валяется на земле. Грех не воспользоваться, не взять ее. Здесь ее довольно таки много. Бересту брал уже. Чуть-чуть она влажная, немножко мокрая. Но думаю, стоит ее разжечь, она сразу пойдет хорошо гореть. Темнеет быстро. Лес сегодня опять смешанный. Но я уже в другом месте, не как в прошлый раз. Так. Это уже труха. Но береста сохранилась. Вот здесь повисла так между деревьями такая вот сушинка. Дрова неплохие, в принципе. Слегка влажные и чуть гнилые, но ножовку сегодня взял уже с шагом 8 миллиметров. В прошлый раз брал с шагом маленьким, пилить заколебался, ножовка застревает постоянно. Но это милое дело, ну, пока, по крайней мере, пилит хорошо. Вот сейчас уже пошла более плотная древесина. Пилится хорошо, но долго. Еще ветка цепляется. Фу, я уже так согрелся. Немножко порубить надо. А то полежки толстые. В печку они не полезут. Фу, запыхался.
Так, вторая партия дров отправляется в палатку. В лесу надо что-нибудь постоянно делать, шевелиться, заготовить дрова, разжечь костер, сделать лагерь, строить для ночевки. Вот. Иначе можно пропасть. Для костра нам понадобится вот такое сваленное бревно, желательно большего диаметра. Но в принципе оно тоже неплохое. Вот длиной 1,5-2 метра примерно такое нам надо бревно. Это с учетом того, чтобы взрослый человек мог находиться, допустим, лежать рядом на лежаке, приготовленном заранее в укрытии, вот, и обогреваться теплом этого костра. Смысл костра довольно прост. То есть нужно сделать здесь вот такие засечки. Они же будут служить растопкой. Здесь будет располагаться внизу растопка. Вот. И здесь получается у нас под углом будет находиться вот под таким углом примерно будет стоять два полежка, здесь и там одно. Так. Ну, примерно так все будет находиться. И сюда мы положим бревнышко, сушину, сухое сваленное дерево, желательно сосна. Слегка оно, конечно, чуть-чуть гниловатое. Ладно, запалим. Вот так оно будет здесь лежать и под своим весом скатываться. Так, здесь уложим бересту сразу. Таким вот макаром. Ну вот, веточек я набрал. Еще раз подложу сюда бересту, сюда по суше бересту, сюда бересту. Дальше уложим сверху сухие веточки. Очень интересный костер мне показался. Ну, сейчас посмотрим, что будет происходить с нашим костром. Это все я делаю первый раз. Опыта пока у меня не было еще. Но стараюсь сделать то же самое, что я видел. Первый раз у меня не получилось, но зато я вот такую бересту нашел. Сухую прям. Веточки убираем.
листву убираем. Откладываем и разжигаем. Принцип таков. Это бревно неподвижно лежит у нас долгими часами. Оно может быть сырым. А маленькое бревнышко отсюда уже скатывается, и постоянно оно горит у нас, получается. От этого бревна, которое углями покрыто. Это бревно в идеале должно быть, конечно, большего диаметра, чтобы выполняло функцию экрана. То есть это бревно горит у нас, жар от этого бревна отражается в эту сторону. Мы располагаемся, допустим, здесь. Вот этот костер называется ленивая надея. Или ленивец, или лентяй, по-другому. Сам об этом я узнал недавно, тоже просмотрев ролик на ютубе. Заинтересовался очень этим костром. Решил попробовать. Готовится он легко, просто. То есть нужно одно большое дерево. Не обязательно сухое. Желательно оно пусть даже немножко влажное будет, чтобы быстро не прогорало. Вот оно будет тлеть и зажигать подкатывающийся к нему полежка. А вот это бревно должно быть, получается, у нас уже меньшего диаметра и большей сухости. Желательно сушина. Сваленная хорошая сушина, хвойная, либо елка, либо сосна. Какой жар дает. В принципе, вот здесь на расстоянии метра, да, здесь довольно тепло. Вот я ладонь держу, очень даже тепло. Но экран слишком маленький. Если бревно будет выше, либо вот эти направляющие утопить в землю прямо, чтобы вот это маленькое бревнышко приходилось прям под низ бревна, то тогда уже получается у нас эффект намного лучше будет от вот этого самого экрана заднего бревна. Вот так это выглядит изнутри. Уже очень хорошо видно, как угли разгорелись там на заднем бревне. Вот что я нашел, друзья. Это же та самая чага. Сейчас ее попробую добыть. Вот. Вроде это та самая чага. Сейчас она сырая. Я положу ее сохнуть. Ну что, сегодня я решил не заморачиваться готовкой еды, друзья. Сегодня я всего лишь отварю пельмени. Сейчас вот там здесь, на моей печи, на кабанчике. Пельмени я взял килограмм. Придется варить его полностью, потому что иначе он у меня превратится в один большой пельмень. Угу, хорошо горит. Но дров для готовки мало. Надо будет еще подложить. Чтобы закипела вода. И закрываем снова. Когда печка топится, дыма внутри практически не бывает. Только подкидываешь дрова в это время,
А так нигде ничего не пропускает, это здорово. Дров, думаю, хватит. Запас нормальный сделал. В прошлый раз все равно не пригодился весь запас. Спать, наверное, лягу пораньше, потому что темно в лесу. Хотя, думаю, на будущее надо будет брать книжку интересную. Мне, например, нравится фантастика. Фантастика, связанная с космосом, с полетами, с захватами там других планет. Очень люблю. Особенно вот понравились произведения Франсиса Корсака. Довольно-таки очень прямо захватывающие. Рекомендую всем. Хотел бы посмотреть фильмы по его книгам, но, похоже, таких фильмов не снимали. Завтра планирую начать строить землянку. Землянка будет, думаю, просторной. Ну, не слишком, но возможно где-то 2 на 2,5 метра. Почему такая? Я буду строить ее на двоих, на 2 человек, чтобы мы спокойно помещались. С одной стороны, получается, будет лежак, с другой стороны лежак покороче. На нем будет спать Дамир Рустамович. Вот. С той стороны, где лежак покороче, я оставлю место под печку. И в стене, получается, в бревнышках, там где-то я сделаю выход под вот эту самую трубу, чтобы можно было с собой просто печку брать, не носить палатку, ничего, а приходить сюда зимой в мою берлогу, в мою землянку и спокойно заночевать в тепле. Вот. По сторонам будет 2 лежака и проход где-то, наверное, полметра. Лежаки сделаю. Проход, скорее всего, будет по метру, лежаки по 80 сантиметров. Думаю, этого вполне хватит. С комфортом можно будет спать. Вот. Но это все в планах, а завтра посмотрим, как все пойдет. Сначала мне надо будет выкопать участок земли под землянку. Вот этот самый 2,5 на 2. Сколько я успею, я не знаю. Завтра весь день постараюсь поработать. Сегодня, видите, вот поздно приехал. Не получилось. И уже к вечеру, я думаю, будет видно, насколько приездов у меня растянется вот это строительство землянки. Ну, думаю, все-таки раза 3 в общем надо будет приехать, чтобы землянку закрыть под крышу, сделать дверь и уже чтобы можно было спокойно отдыхать в ней. Надо будет сделать лежаки, чтобы под лежаками можно было хранить дрова, постоянно, чтобы были сухие дрова в этой землянке, запас. Потому что если придешь зимой, чтобы не искать там по сугробам, не ковырять, где там дровишки найти, спокойненько взять себе и затопить. Также хочу сделать землянку незаметной, скрыть ее от глаз. Возможно, невозможно, а скорее всего я буду копать ее на склоне. Вот. Здесь местность такая. Во оврагах. Какой-то хруст услышал. Так, недавно, минут 20 назад, я подошел, подкинул еще одну полежку. Вот нижняя, видите. Вот и старая, которая горела, закинул сверху. Костер получился не совсем таким, какой я хотел сделать. Надо было все-таки найти мне сушину потолще. Ну да ладно, принцип работы все равно понятен этого костра.
Вот, а нижнее бревно очень сильно там раскраснелось. Тоже жар хороший дает. Надея это когда вот так же два бревна, только они вертикально друг над другом лежат, одно на другом. И огонь не горит, получается. Бревна не горят, они тлеют. Между бревнами угли образуются. И бревна тлеют в долгом режиме. По некоторым источникам, даже в том же ютубе я смотрел видео, некоторые костры надья, но это, видимо, зависит от диаметра еще бревна, бревен, могут гореть 14-15 часов. Это вообще круто. То есть вечером поставил и до утра спокойно спишь, не боясь замерзнуть, простудиться, умереть в конце концов. В общем, студент я еще только начинающий. Учиться надо мне всем этим кострам, укрытиям. Ну ничего, главное начать. Прошло уже 1,5 часа с момента того, как я этот костер запалил. Но думаю, сейчас еще где-то час-полтора от силы. Это максимум уже. Ну вот, друзья, наконец-то пельмешки у меня сварились. Фу, вспотело здесь, конечно, знатно. Весь сырой весь. Короче, можно баню делать легко. Вот, сейчас положил чуть-чуть пельмешек, покушаю. С хлебушком, с чесночком. Тут реально баню можно делать. Вот я уже вспотел как. Был бы на улице снег, я бы сейчас, наверное, так и сделал. Затопил бы печь сильно-сильно. Напотелся бы тут и пошел обтираться снегом. Вот, было бы здорово. Также у меня вода есть с собой. Легко можно было бы помыться. Сейчас поем, немножко проветрю. Тут жара. Прям сильно-сильно. Думаю, даже зимой здесь не замерзну, если буду в палатке вот так же ночевать, запасшись дровами. Все бревнышки почти прогорели. И это бревно наполовину сгорело уже. Так вот оно выгорело.